думаете о роли влияния научной фантастики на развитие цивилизации? Меняется ли степень этого влияния сейчас? На этот вопрос можно ответить по-разному. Я исхожу из того, что, конечно, художник ничего сам придумать не может. Он может только подсмотреть какие-то процессы, идущие в обществе, в мире, в природе, и потом уже их каким-то образом преобразовать в искусство. Это как бы базисная такая вещь. Но с другой стороны, есть такая техника экстраполяции, посмотреть, как идет процесс, как он шел до сих пор, и попытаться предсказать то, что будет в будущем. И, видимо, этим и занимаются художники, научные фантасты, писатели. Но сюда, кстати, тоже можно отнести и кинематограф, правильно? Вот. И очень часто смешно читать старые книги научно-фантастические, где описано будущее, там, например, наше, да. Как я помню, по-моему, Ефремова, у него книги будущего были какие-то цифровые, но они были в виде каких-то кристаллов, которые нужно было. Каждая книжка — это кристалл, его вставляешь в какой-то ридер и, значит, читаешь эту книгу. Вот. Потом интернет, они, конечно, никто из них не смог почему-то предсказать. Вот. И так далее. Влияет, не влияет? Я думаю, влияет еще таким образом, что люди, начитавшиеся научно-фантастической литературы и насмотревшиеся фильмов, иногда начинают представлять, что описанные там процессы, технологии и так далее уже существуют сейчас. Происходит такое замещение. Вот эта информация таким образом влияет на мозги. Вот. Но если мы рассматриваем искусство как некоторый механизм рассказа людям современности, миру, про то, что происходит сейчас, про современность, да, вот, то тут такой момент, что, ну, как сказать, то есть я думаю, что искусство именно этим и занимается, да, но и вот иногда, опять же, повторюсь, с использованием метода экстраполяции, как-то, может, удается предсказать, но ведь, опять же, эти все предсказания то сбываются, то не сбываются. В общем, вопрос этот сложный. Я, судя по всему, не дал на него какого-то ответа, но вот какие-то такие моменты, наверное, обозначил. Как вы думаете, почему в мире воображаемого будущего, в научной фантастике, так мало внимания уделяется изобразительному искусству? Но я, кстати, с этим не согласен. Так я не могу вспомнить конкретных примеров, но основной пафос вот, научной фантастики, такого еще гуманистического времени, там, 60-х годов, 70-х, физиков-лириков, о том, что в будущем наступит полная гармония. Гармония духа, тела, культуры и архитектуры, да, образа жизни. И искусство там становится просто, как я вспоминаю, частью пространства, в котором живет человек. То есть пространство настолько гармонизировано, да, что уже из него не выделяется там дизайн или технологии или искусство. Это все некоторое единое целое. Как и человек, тоже единое такое духовно-физическое совершенное целое. Вот. Так что, мне кажется, это правильный на самом деле подход. И, в принципе, когда мы говорим, например, о дизайне, то он исполняет эту роль, потому что дизайн, он же был придуман изначально художниками после Первой мировой войны, да, для того, чтобы удовлетворять растущие эстетические потребности массового человека, тогда возникшего. Вот. И в некотором роде вот репродукции на стене, да, чего раньше не было, или там какие-то объекты в Икее купленные, картины, это все из этой области. Из области, это и есть искусство будущего с точки зрения прошлого, так скажем. Могло бы искусство получить дополнительный импульс в развитии, если бы было бы подробно описано в научной фантастике? Ну, это с с прошлым вопросом. Да?
Может быть и да. Я вот вспоминаю какого-то, вот была выставка несколько лет назад одного французского режиссера, старого модерниста, который воспроизвел в материале те произведения искусства, которые он нашел в диснеевских мультиках, какие-то абстрактные скульптуры, абстрактные картины. Он просто взял эти изображения из мультиков и воссоздал, сделал реальные картины, реальные скульптуры, вот такая. Но это в некотором роде как такой курьез. Вот. Но на самом деле, если мы рассмотрим, например, эстетику стимпанка, эстетику вот такого антиутопического кино, типа «Терминатора», вот, то вот эстетика там каких-то гаджетов, каких-то объектов, присутствующих дизайнерских, она влияет на искусство. То есть тут непонятно. Конечно, это все придумают художники, исходя из того, что они видят сегодня, но вот пытаются экстраполировать, получается что-то, и потом обратно на это приходит к нам в искусство. Я думаю, как-то так. Как вы разделяете мир воображаемого и реально прогнозируемого будущего? Да, по поводу будущего существует несколько противоборствующих теорий. Вот, например, происходит ли глобальное изменение климата или нет. Есть научные теории в подтверждении этого момента, есть, которые его опровергают, и те, и другие как бы доказывают, ну, по-своему, и тех послушаешь убедительно, и других послушаешь убедительно. Я думаю, скорее, что вот это прогноз будущего, это, ну, это всегда присутствовало у человека, в человечестве. Оракулов там древних вспомним и так далее, гадание там какое-то может быть. Вот, то есть прогноз, представление о будущем, оно задействовано в современности, может быть, потому что как бы люди не удовлетворены сегодняшней своей жизнью и надеются, что в будущем она будет лучше. Или наоборот, они хотят что-то изменить, добиться каких-то политических изменений, указывая на том, что там будущее, если этого не сделать, то в будущем все будет плохо. Вот. Я думаю, как-то так. Но насчет вот прогнозов будущего, я вот лично сам склоняюсь, конечно, к пессимистическим прогнозам. Наверное, это в силу моего склада характера, но я вижу, что есть полно людей, у которых очень оптимистический прогноз, это не обязательно глупые люди. Вот. Повлияло ли на вашу творческую деятельность какое-нибудь научно-фантастическое произведение? Ну, надо сказать, я всегда довольно скептически относился к научной фантастике. Вот та фантастика гуманистического толка, там, 60-х, 70-х годов, меня всегда возмущала именно своим этим оптимизмом и именно гуманизмом. То есть 20 век – это век краха гуманизма, и как бы опять выступать с идеями о том, что в будущем мы станем такими прекрасными, все такое, это было, ну, как-то мне казалось это странно. Но в какой-то момент, я помню, когда учился в старших классах школы, вышла вот в Советском Союзе толстая книга «Собрание сочинений Курта Воннегута», и ее я, конечно, читал с запоем, именно потому, что я думаю, что там много таких антиутопических идей, критических, таких мрачных прогнозов, ну, с юморком, конечно, но все равно довольно пессимистический прогноз будущего человечества. И надо сказать, что когда он был уже совсем старый, Курт, перед смертью он там написал какой-то памфлет с проклятиями человечества, технологической цивилизации, которая губит мир и так далее. Вот, так что я думаю, как-то косвенно на меня это дело повлияло. И потом уже в гораздо более зрелом возрасте я прочитал поздние вещи Станислава Лема, который тоже так довольно критически относится критически осмысляется влияние технологий на общество, да, и это как-то так. Но, конечно, вот так вот назвать конкретное произведение я не могу, но, да, я считаю, что научная фантастика повлияла, потому что вот
я же художник, и как вот я говорил раньше, художники занимаются вот этим взглядом, пока показывают человечеству то, что происходит сегодня. И настоящее становится настоящим именно через работы художников. Потому что, когда что-то свершилось в обществе, если его никак не обозначить, то его как бы и нет. И вот художники, используя художественные приемы, это обозначают, показывают именно через эту художественную форму, через художественные приемы. Это становится более как бы доступно, более сильно действует, либо раздражает, но как 20 век модернизм, это все шло через раздражение, пощечина общественному вкусу и так далее, и всякие деконструкции, дадаизм, абстрактная живопись, это все шло через раздражение. Тем не менее, это рассказывало современному человеку о нем самом, о мире, в котором он живет. Вот. Так что вот это вот художественное произведение, это как раз и есть мосток такой между настоящим, которое еще наступило, и настоящим, которое вот-вот наступит, то есть и как бы и будущим. Ну, вот можно так ответить.